UFC Сербия. Марк Вологдин. Марк, как добрался? Как настроение? Как отель? Настроение бомбовое, добрался. Замечательно, мы делали кемп в Албании, поэтому тут недалеко было лететь. Всего часик на самолете. Вот. Отель очень крутой, очень красивый. Знаешь, вокруг чистенько, так все вообще не как в Албании, чуть-чуть по-другому было. Не Но в чистенько. целом, ну там чуть, как будто бы чуть больше грязи. Вот. Ты аккуратнее, сейчас Селман посмотрит твое интервью и больше не будет тебя тренировать. Но это правда, и это что скрывать. Слушай, я хотел очень в Белград приехать, но Но как ты меня предал. да, блин, да, я вот видишь, я на Не, Спайдермена на самом пойду. деле это Мне даже весомо. Я плакат выдали. прощаю. Я прощаю, потому что это серьезнее мероприятие. Я, короче, вчера купил пиццу, когда заселялся в отель, а там пицца, этот самый, они, короче, спонсоры Спайдермена фильма, ну, спонсируют, промотируют его. Мгм. И там у меня на коробке Спайдермена вот, плакат дали. А, там у тебя пельмень, Василий, пельмень Комодский, Василий Александрович. Видел его Да, уже? Он по моему видел, смотрит, он как будто. внизу сейчас сидит. Как раз я поднимался, он там сидел. И пообщались, и я даже наконец-таки познакомил младшего брата с ним. Он когда-то был вообще его фанатом Да. бешеным. Вы же заочно с ним знакомы уже довольно давно, по-моему, да? Ну, да, с 2020 года. С 2020 года. Глыба. Смотри, продолжаем твой кемп. Ты же, по-моему, кемп вообще в 3 странах проходил, да? Ты в России начинал, потом в Швецию летал вроде, потом в Мгм. Албанию. Не-не-не, в Швецию я не полетел. Я должен был полететь, но я перенес это мероприятие по получению визы. Я туда должен был лететь. И я перенес на после боя, сразу же улетаю в Стокгольм. Поэтому кемп прошел первую подготовку в России, в Архангел Михаил и в команде с пацанами. И вторую вот в Албании уже. В России ты готовился самостоятельно, насколько я знаю. То есть у тебя не было Да. ни тренеров, ни твоей команды. Да, самостоятельно. Ну, это было, знаешь, там физуху набрал, чуть-чуть и в себя пришел после все равно небольшого отдыха, который я там смог взять. Вот, поэтому начальный этап сборов там прошел, более-менее. Слушай, у тебя оба твоих боя, что на контендере, что в Виннипеге, были довольно жесткие, с большим уроном. Тем не менее, 9 месяцев, и у тебя уже третий бой. Насколько у тебя твой организм молодой восстанавливается быстро? Ну, я не скажу, что там что-то у меня сейчас болит или как-то тревожит, наоборот. Знаешь, я хочу как можно чаще выступать, насколько это возможно, да. Пока тем более молодой и нужно заявлять о себе, поэтому хочется выступать. Если меня ничего не ограничивает по здоровью, то все, у меня больше ничего в жизни нету, я только этим живу. Смотри, у тебя ты должен был драться с Мусасой. За неделю он выбывает, тебе дают серба Борислава Николича. Насколько это, скажем так, сменило твои планы? Готовился ли ты конкретно к Мусасе или просто была какая-то общая подготовка к бою? Не, готовился я конкретно к Мусасе, и весь кэмп был как бы под него заточен по факту, ну, в плане, как с ним работать и наработки. И получилось, что поменяли. За неделю ему не одобрили визу, насколько я знаю, что сербы, из-за того, что в его стране там пандемия началась, волна эболы. Это нас новая пандемия ждет уже? Ну, походу, да. Чтобы ее не распространять, сербы ему ограничили вход. Вот. И, короче, получается, что он был левша, ну, точно такой же высокий, длиннорукий, как и серб, но серб правша. И то есть, как бы, чуть-чуть поменялся геймплан. Но если лево-право убираем, какие основные различия между Мусасой и Николичем? Ну, то, что Борислав его зовут? Да, Борислав. Слава. Борислав.
Или Барри? Э, Барри. Ну, он, знаешь, он опытный чемпион Брейва в 61. Скажем так, чуть более техничный, чем Мусаса. И основное отличие, наверное, что есть борьба. То есть хоть какая-то есть борьба, он встает, есть сабмишины. У Мусаса, например, были большие пробелы именно вообще с борьбой. Он просто ложился, лежал, кайфовал на спине. А вот Борислав, он, если его переводят, он встает. То есть он не лежит там. Вот это самое главное отличие. У него борьба даже в имени есть. Борис. Борис Ну, Слава. да, Борислав. А, смотри, по поводу борьбы, а у него там сколько-то побед с обмишинами есть? По-моему, 8. Может быть и 8, мне казалось меньше. Не суть. А сейчас тупой вопрос, наверное, будет, потому что я не разбираюсь в этих ваших ММА. Ну, Ты, учитывая твои габариты небольшие, тебя же сабмитить сложнее, так? Чем если бы ты был длинным. ну, вообще, да, да, Но ты труднее. борьбу как натаскивал, Пилидис тебя учил и другие ребята из команды. Мгм. А в этом кемпе Пелидиса не было именно Слава как богу. как спарринг-партнера. Он после боя травмировался и не смог. Но поэтому на самом деле это было... Это плохо, что он не тренировался со мной, но с другой стороны, он как бы честно отличается очень сильно от Борислава и от Мусасы по многим параметрам. Ну, чуть пониже. Ну, в первую очередь, да, по габаритам он сильнее Да, Борислава. чуть-чуть пониже. Мусаса, смотри, в принципе, ты там тоже шел андердогом, но для Мусасы этот бой, вот у меня сразу аналогия с последним боем Азамата Бекоева с Ришином Гором, то есть у него, он идет на серии поражений, Мгм. и этот бой для него, собственно, решающим был бы против тебя, то есть там был бы, ну, все или ничего, то есть он выкладывался бы. С Бориславом другая немножко история, как бы, вроде чемпион Брейва, вроде дебют, ты снова идешь андердогом. Мгм. Ты видишь, в чем он сильнее тебя, наверняка ты смотрел его бои, и насколько это, скажем так, правильные расклады перед боем, что он фаворит. На самом деле я не знаю, почему он фаворит, вот. Но, наверное, потому что он там идет на серии побед и габаритнее и все вот это, но есть и другие факторы, да, то, что он на коротком уведомлении выходит, он подписался в UFC, им нужно сейчас будет гонять вес, приличное количество, потому что, насколько я знаю, что он в 66 хотел перейти, и большую часть боев он вообще в catchweight дрался, то есть в промежутке. Ну, и ему нужно было, ну, как не отказаться от этого предложения, то есть ему, и он согласился. Поэтому я думаю, там будет у него большая работа с весом. А какие-то в том, в чем он лучше, чем я, нет, Да, нет. парнишка, с которым ты в Виннипеге дрался, у него же тоже были проблемы с весом, и как раз на весогонке ты узнал, что будет кэтчвейт, ты согласился, хотя Мгм. не хотел соглашаться. Если сейчас, допустим, завтра или в пятницу утром тебе скажут, Марк, кэтчвейт, пойдешь на это или все-таки, ну его нафиг? Ну, зависит, наверное, от какой там будет у него вес. И если совсем большой, то там нужно будет думать. Но там, вообще я настроен даже на качивать. Но ты понимаешь, что, во-первых, кэтчвейт, то есть у него преимущество, он много не гоняет. Второй момент, у него преимущество, он дерется перед своей толпой. Ну, это как и преимущество, так и также и давление. Тут как бы непонятно, кто как с этим справляется. И ответственность, как бы UFC, дебют у себя дома. То есть там многие факторы могут как и поддерживать, так и наоборот. Слушай, Марк, тут пока как-то так себе складывается это все дело. Не знаю, что на цитату, на заголовок. Ну, можешь сказать, я вырублю Конора. Просто я вырублю, и мы на цитату поставим. Я вырублю Конора. Все, есть заголовок. Мы уже говорили, что 3 боя за 9 месяцев. После этого ты наконец возьмешь нормальный отдых, отпуск, где не будешь думать про ММА.
Да, блин, это трудно, это трудно не думать об ММА, но я, наверное, постараюсь это сделать. Постараюсь приехать домой, отдохнуть. Вот он. Чемпион, Сильная дома, да? чемпион Олимпийских игр по борьбе Георгий Пилидис. Да, но всяких. Вот мой брат младший. Привет, Здравствуйте. привет. Он, кстати, будет у меня в углу. Да? Да, да. То Я есть, его когда в угол. я у тебя сколько раз просил, возьми меня в угол. Нет, 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 у меня Пилидис. Как только приезжает брат, Блин, ну так, да, получилось. Я его в угол, ему тут выдали Подожди, суп. подожди, подожди. Ты про угол какой говоришь? Во время боя или сейчас ты его в угол хочешь поставить? Не, в бою, в бою, в бою. И он ему выдали сумку, экипировку, сейчас будет мерить. Он довольный. После твоего первого боя на контендере, после твоего первого боя в UFC, главный комментарий был это то, что с таким стилем боя никакого здоровья не хватит. Сейчас ты планируешь снова закатить шоу или все-таки нужно добиваться победы, нужно добиваться ее прагматично, с минимумом урона? В общем, какой план? План зарубиться. Опять. Снова. Конечно, выйти и просто зарубиться. Без никаких выводов не сделал. Просто хочу рубиться. И как на улице. А я плюс-минус вот так. Давай только вот как на улице, чтобы... Ну, ты его повали Давай, сразу хорошо. и ногами Хорошо. добивай. Да, и ногами, и буду бить, буду кусаться, бороться, царапаться. Все, что приведет меня к победе, будем делать. А там, если что, брат еще в клетку выскочит. И... А он это у меня черная лошадка. И у нас есть там заготовки. Он джойстик возьмет с собой. Нормально. Джойс... PlayStation? Да, 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 он нормально играет. За меня поиграет. Ну и отлично. Марк, желаю тебе успеха, желаю тебе, чтобы без травм все прошло, и надеюсь, после твоего боя будет очень хороший повод еще раз с тобой поговорить. 100%. 100%. Рад пообщаться. Взаимно. Спасибо. Взаимно. А я пошел смотреть Спайдермена. Удачи. О, круто. Жду потом рассказ. Давай. Пока.